Я думаю, мы на пути заключения мира. Президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я не хочу больше видеть, как людей убивают. Willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. And all my friends are leaving, but I wanna stay. Can we just stay here? Наконец-то они начали говорить про мир. Пока непонятно в каком формате, как это будет осуществляться, но наконец стали задумываться над тем, что нужно договариваться, а не воевать. Для украинцев в Германии параграф 24 в любом случае действует еще до марта 2026 года. Даже если мир подпишут буквально завтра, что было бы очень хорошо, я напоминаю, то украинцы в Германии имеют еще целый год на то, чтобы решить, что им делать. Уезжать или оставаться. Мы бы с Ладой, конечно, с удовольствием уехали в Украину, да. Но для этого надо быть полностью уверенными в том, что в Украине безопасно и снова не разгорится война. Мы сами из Ирпеня, и у нас в городе жило очень много переселенцев из Луганска и Донецка. В 2014 году они были вынуждены покинуть свои дома и переселиться куда-нибудь в более мирные города. Например, многие приехали в Киев. Многие приехали к нам в Ирпень, покупали там квартиры. И вот в 2024 году они снова вынуждены были бежать. Так что я думаю, эти люди научены опытом, и они не станут спешить возвращаться в Украину, потому что третий раз уже бежать, это просто будет уже чрезмерно. Я думаю, есть три категории украинцев, которые сейчас живут в Германии. Одни, которые только и ждут, чтобы вернуться, как только станет более-менее приемлемо, более-менее безопасно. Вторые – это те люди, которые приложили усилия и уже как-то укоренились здесь. Например, выучили язык, нашли работу или Ausbildung, как-нибудь там подтверждают свои дипломы. Эти люди, скорее всего, не захотят спешить вернуться в Украину, потому что они уже потратили много сил и целых, скажем, 3 года своей жизни на то, чтобы начать здесь все сначала. А в Украине им снова придется начинать сначала, это однозначно, потому что Украина сейчас будет совсем другой страной. Она уже есть сейчас совсем другая страна, и никому не известно, как будет дальше, что будет в Украине происходить, даже в смысле внутренней политики, если будет мир. Поэтому эта категория украинцев не будет спешить возвращаться домой, а будет, скорее всего, пытаться остаться здесь. И если они уже предприняли какие-то шаги, то им это удастся. А вот есть третья категория украинцев, это те, которые не успели выучить язык, не пошли еще на работу, то для них будет сложнее всего. Если они хотят остаться в Германии, то сейчас это проблема в связи с тем, что все говорят про окончание войны. Немцы не хотят брать украинцев на работу, потому что они считают, что украинцы это ненадежные сейчас работники. Ты возьмешь себе сотрудника, а он через 2 месяца, например, уедет назад в Украину. Ну или у него закончится 24-й параграф, и его, скажем, попросят уехать. Хотя, я напоминаю, 24-й параграф заканчивается только в марте 26 года, и до этой поры никого из украинцев из Германии выгонять не будут. Тем не менее, мы вчера встретили женщину, которая нам рассказала о том, как берут, вернее, не берут украинцев на работу. Вот она как раз шла из агентства по трудоустройству и была такая расстроена. Расскажи, что она рассказала нам. Сейчас многие украинцы активно пытаются устроиться на работу, потому что считается, что если ты работаешь, у тебя гораздо больше шансов остаться в Германии. Во-вторых, многие украинцы просто уже закончили все свои языковые курсы, и тоже Джоб-центр сейчас активно предлагает им всякие разные работы, то есть посылает их туда, где дают вакансии. Вакансии в основном раздают такие фирмы, которые называются ля-фирмы, то есть это посреднические фирмы по трудоустройству, и эти фирмы
предлагают какие-то работы, но в основном это неквалифицированный труд. Так вот, даже на такие работы не берут. Эта женщина пошла, когда она заполняла анкету, работник такой фирмы ей сказал, что вам бы лучше обратиться в консульство, в украинское. Она говорит, но консульство же, оно не предлагает работы украинцам, оно этим не занимается. Он говорит, зато консульство отправит вас домой. То есть он так пошутил. Я так понимаю, что это выражает некоторое настроение немцев в То обществе. есть они смотрят и говорят, такая что ж вас брать, вас все равно через полгода уже здесь не будет. Чем мы будем на вас тратить время, Да, да. обучать вас? Сейчас мы находимся в городе Гёпинген, на центральной улице, да. И сегодня, видите, здесь день вывоза мусора. Но это ненадолго, вот эти мешки выносят на улицу, пока не подъедет машина и не заберет. Школьники сидят напротив за столом, на улице уже, не холодно им. Сейчас, я вам скажу, не плюсовая температура, по-моему, -2 или -1 здесь. Хотя светит солнышко, кажется, что якобы тепло, но на самом деле достаточно прохладно. -8 сегодня было. -8 было ночью. Мы с Ладой движемся в сторону торгового центра. Мы хотим посмотреть для нашей мамы одежды, какие можно и купить. Мы приехали на разведку. Если мы найдем подходящий магазин, тогда приедем вместе с ней. Да, мама у нас немножко поправилась и не влазит. Да. Ей уже нужны новые одежды, потому что в старые она не влазит. Яке ти должна була знати, що реально, що тоді на Хочу отметить, видите, человек идет разговаривать по телефону украинскую мовою. Говорят, чтобы остаться в Германии, нужно просто пойти на работу или на Ausbildung, или как-то Да. устроиться здесь, да? Да. Но есть рассказы о том, что неквалифицированная работа не дает возможности остаться в Германии. Таково законодательство. То есть неквалифицированный работник может остаться в Германии только в том случае, если он зарабатывает 53 тысячи в год. Это говорит о том, что просто идти на любую работу смысла нет. Вот просто попал куда-то, куда тебя взяли окна мыть, да, например, там, или на улице убирать, куда еще, на склад, куда-нибудь взяли и дали тебе минимальную зарплату, это не работает. Зарплата 53 тысячи в год подразумевает, что в месяц ты будешь зарабатывать 4400 евро грязными, брутто. Такая зарплата встречается очень редко, особенно на таких работах, поэтому как бы шансов нету. Но с другой стороны есть информация о том, что в Германии иногда, даже очень часто поступают на местах, коррелируя закон. Если есть такая отрасль, где очень нужны сотрудники, ну, например, это сфера ухода за престарелыми и больными, да, то они могут и сделать сноску. Если у вас будет недостаточно большая зарплата, например, вы будете зарабатывать всего лишь 2000 брутто, то все равно могут вас оставить как нужного работника. То есть какие-то шансы все-таки у нас есть, даже если мы не найдем квалифицированную работу или работу по своей специальности. Ты знаешь, я, наверное, шагов 10 пошла даже без костя. Нога не ходит. Ну да. Но все равно мама сейчас себя намного лучше чувствует, чем раньше, да? Чем всю зиму. Вот к февралю. И чаще стала на улицу выходить, несмотря на то, что одна нога практически не чувствуется. Мы ей говорим, используй роллятор, это вот ту коляску для того, чтобы на нее опираться, да? Вот мне есть. Но маме тяжело с этим роллятором. И приходится тягать больше этот роллятор тяжелый, особенно на горку. Едем с мамой в торговый центр. Хотим маме купить брюки.
Получил талончик, открылся шлагбаум. Заезжаем на платный паркинг, потому что на улицах мы не нашли парковки. Пока мы идем в торговый центр, хочу вам рассказать некоторые особенности зубных врачей в Германии, их отличия от наших. У нас как? Есть большая клиника или даже маленькая частная клиника, в ней несколько кабинетов. И в каждом кабинете работает отдельный врач. К нему отдельная запись, отдельные пациенты. А здесь в основном не так. И я только это понял, когда мы уже поменяли вторую клинику. Здесь в одной клинике обычно работает один врач. Возможно, есть два, скажем, они в разное время работают, не одновременно. И много кабинетов. Один врач обслуживает много кабинетов. У этого врача в каждом кабинете есть отдельный ассистент. И когда приходит пациент, ассистенты его встречают, усаживают в кресло, а врач в это время занимается пациентом в другом кабинете. Как только доделал, попрощался, переходит в другой кабинет, уже работает с этим клиентом, уже ассистент ему все рассказывает, в чем проблема, что нужно сделать. И так врач целый день перебегает из кабинета в кабинет и не подготавливает клиентов. Все делают ассистенты. Поэтому у них такой поток получается, и они, наверное, неплохо зарабатывают. Мы решили сменить своего врача зубного, потому что туда нам было ездить далеко. С зубными врачами проблема большая записаться. А здесь нам как бы повезло, мы ждали всего лишь 2 недели. Вот сейчас в этом здании небольшом зубная клиника. Напомню, что прошлый врач тебе 4 раза переставлял пломбу. Да, в прошлый раз. Мы стали искать другого. Я надеюсь, этот врач предложит нам другие варианты лечения, какой-то получше, не знаю. Мы недавно с Ладой сменили нашу зубную клинику. Я уже рассказывал как-то, что мне 4 раза меняли одну и ту же пломбу на переднем зубе. Сижу в кабинете у врача, теперь у другого, у стоматолога. Вот так у них оборудованы кабинеты. Вот такая аппаратура. Вот такие плевательницы. Там столики. В общем, неплохо все. В принципе, современно. Даже телевизор есть. Дизайн красивый. В окошко можно посмотреть. Прям сижу и смотрю. Жаль, гор не видно, там горы дальше. Я делаю вывод, что все зависит от врача. Очень многое зависит от врача. Тот врач ставил мне 4 пломбы, и все они расшатывались и выпадали в первую же неделю. А этот врач поставил пломбу, и я чувствую, что она крепкая. И у меня тоже хорошо зубчик И стоит. Ладе тоже, кстати, заменили, ей нарастили зуб, и четко стоит. Да. Мамусь, я смотрю, ты прошлась уже, подустала Да, немного. слезки. Да, маме тяжело с нами гулять. Вот поэтому мы с тобой часто, Редко ходим, не да. часто Ну, гуляем. немножко На всё сейчас, свое да. время. Да. Мы сейчас, тут есть кафешки, если что, мы зайдем в кафешку, передохнем, потом пойдем спокойно покупать Вот штанишки. мы пришли, это да. же торговый центр. Да. Так, смотрим. О, Смотри. как они держатся на тебе, хорошо? А держится хорошо. Не давят? А, не. А ну, назадом повернитесь. Нашли еще. Нет. А ну-ка, показывай, мамусь. О, здоровенно. А ну брось, просто так. Висят, да? А она там. Модняшка. Ну они Не годятся. не очень, да. Интересный магазин. Я раньше в нем не был. Здесь еще и обувь красивая и недорогая. Посмотрите, какие симпатичные замшевые женские ботиночки. Стоят, вообще они стоят 89 евро, но сейчас по скидке 50 евро, 49 евро. Смотрите, они весенние, как раз на весну хорошо. Я бы маме купил, но, конечно, ей каблук не идет.
размер можно подобрать. Это 41, это очень большой. Тут есть разные размеры. И вот, смотрите, цены вот 60 евро, такие ботиночки. 50 евро следующие ботиночки. Видите, вот красный ценник, это скидки. Вот снова 60 евро, такие вот ботиночки. Вот за 40 евро, 39,99. Вот эти прекрасные ботиночки. Такие чётенькие. Мама снова какие-то брюки меряет. О, смотри, это я тебе подобрал такие. По-моему, более-менее. Красотища, смотри, в цветочек, да? По-моему, эти получше. Только они длинные очень, да? Но это мы Укоротить укоротим. это не Да. проблема. Это мы укоротим. А ну задом. И нужно тебе будет этот Вот, смотри. ремень, да? О, хороши, ты знаешь. Решили маме еще найти тапочки какие-то. Ну, то есть, По-моему, тапок. А это вот новый, да? Подходящий, да? Ну покажи мне ближе. легче. Они очень легенькие. Я думаю, ей будет удобно. Смотри. Мгм. Зато действительно очень легкие и будет очень приятно. Они мягенькие, чувствуем И знаете, сколько они стоят? 29,99. Вот коробка с этим тапком. Пошли мерить. Ну, по размеру я чувствую на ногу. Нормально? А ну давайте еще. Ну, больно. Как вы ну, нога как? Не давит, ничего? Еще Так одна. вроде бы не давишь. О, очень красиво вместе с джинсами. Белые кроссовочки просто. Супер шик. Мамусь. Повернись. Подвернуть? Джинсы обрезать придется, конечно, да. Супер. Осталось кофточку найти тебе красивую. И ты будешь самая модная. Да, это. Идем кофточку искать. Да. Ищем для мамы кофты. Хочу показать вам, какие здесь цены вообще на кофточки есть. По 13 евро можно купить вот такие, смотрите. Вот такая кофточка 13 евро стоит. Шерстяные свитера здесь есть по 35 евро. Прикольно, давай возьмем. Посмотрим, да? Какой-то надо выбрать. Размерчик. Вот симпатичная расцветка. А, это такой же, да? Да, это Просто такой. разные Нет, не размеры. такой же. Ну, походу, еще такие есть кофточки, но это очень легенькая. На застежке просто скажу, она тоже стоит 13 Такая евро. интересная. Ой, не, это уже совсем бабушкинская. У нас Ольга Лукинична вечная девочка. Да. Она вот какая была в молодости, такая осталась. В молодости она Мы прыгала, очень любим. прыгала с парашютом. И она часто вспоминает об этом и говорит: разве ж я была такая, как сейчас? Я ж с парашютом прыгала. Я ж самую лучшую память имела в классе в своем. Говорит, Стихи сочиняла, была самая затейливая, басовик-затейник. Ну, комсомолка. абсолютно активистка. И очень была красивая. Ну и сейчас тоже. Сейчас тоже. О, мамусь, ты слышь, как другой человек вообще. А то ходишь в каких-то ношенных, переношенных вещах. И, по-моему, эти кофты будут маленькие. Этот самый большой свитер. Да, и он как раз нормальный, Ольга да? Лукинична очень- Вот этот Большой свитер бюст. к тому, свитер к тому, что и брюки, Да, да. они, как они друг друга. Маме сразу понравился. Супер, это. супер. Вот если сразу нравится, надо брать. Ну, давайте на две. Давай, да. Зачем Ну, набирать? поворачивай. Будешь каждый раз одевать новую Ну, кофточку. она, это та просто теплее, а это не... Да. И мама еще в новой куртке. Видите, курточка навье. Маме недавно подарили. Вся в обновках будешь полностью. Решили мы сразу перекусить. Купили себе чай и несколько вкусных блюд. Как это называется? Это что такое? Это такое, короче, тут внутри сыр и шпинат, запеченный в таком тесте. Я не знаю, как это называется. Это не лаваш, это не пирог. Это что-то вот такое соленое, чисто турецкое блюдо. А Это маме- даже похоже на макароны. Вот это даже похоже да? на макароны запеченные. Да, и там сыр и шпинат. А маме мы взяли такой тортик, Ольга Лукинична. Ну, мама это тоже попробует. Конечно.
Надо же изучать турецкую кухню. Да, да, мы И будем мы делиться. попробуем. Мы сейчас все попробуем. Что вы скажете, вкусно? Интересно, Макароны, да? Макароны такие вот, как поджаренные макароны. Ну, это восточное блюдо. У нас такого в У нас кухне такое нет. не делают. Мы сейчас сидим в турецком кафе, и вообще здесь очень много турецких кафе, и всяких ресторанчиков, и вообще турецкого бизнеса здесь очень много. Мы снимаем жилье у турка, у него агентство свое, у него есть своя гостиница, производство. И нам эта женщина сегодня, украинка, сказала, что у турков здесь, в Германии, есть льготы какие-то, то есть у них особые условия для ведения бизнеса. Я этого не проверял, но кто знает, пишите нам в комментариях, действительно ли это так, потому что это похоже на то, что действительно так, потому что они тут везде торгуют, здесь их полно, они как вторая национальность по счету в Германии, по крайней мере в нашей земле, где мы живем, в нашем городе вообще такое создает впечатление, что полгорода это Мы в турки. турецком районе В турецком живем. И наш районе, что ли? хозяин Фермитор наш, фермитор. да, хозяин нашего дома турок. У нас, наверное, в доме у нас живут скорее сирийцы и африканцы, а вообще насчет бизнеса это 100%. И чай у них отменный, чай. И самое главное, ты не сказал. Да, самое главное, оказывается, мы выяснили, что наш арендодатель, он депутат в нашем городе. Ну, как у них тут называется, не народный депутат, да, вот какой-то Да, депутат совета да, вот этого да, вот городского. Да, турок. Наравне с немцами, то есть депутат Да. немцев турок. То есть турки здесь вот так вот прочно укоренились, и это хорошо, и они здесь такие, ну, как бы, все держат, все ведут. Я слышал, еще албанцы тоже неплохо здесь укоренились, но я их не отличаю просто. Албанцев от турок, возможно, они выглядят одинаково. Надо Хочу пару слов сказать про мамину операцию на глазах. Тут тоже мы выяснили, что все это зависит от врачей. Вот 2 раза переделал тебе один врач операцию у нас в городе в Гайслингене, да, и было неудачно. И 1 раз сделали в Ульме, и все четко. Хорошо видишь уже, да? совершенно другой, то есть вообще совершенно другой уровень Медицины получается. медицины получается, да, совершенно. То есть от клиники, от врача, от людей зависит очень много, всё. да? Как и В от Германии зубных зависит врачей. всё, да. Ну, я думаю, везде так. Просто, ну, как бы, казалось бы, уже у всех сейчас хорошая аппаратура в клиниках везде. У всех как бы должен быть опыт, но нет, человеческий фактор исключить нельзя, поэтому когда ругают медицину или хвалят медицину, надо учитывать то, что есть просто разные доктора и их разный уровень квалификации. Там у кого-то руки дрожат уже, у кого-то еще... Кто-то уже на пенсии, руки дрожат, операция не получается, да, Ольга Лукинична? Раз сделал, 2 раз переделал, потом... Ну да. Я просто к тому, что когда мы рассказываем про Германию, нельзя делать обобщений. И вот даже мы про украинцев рассказываем, про то, что украинцы там ищут работы, одни не могут найти, их не берут, другие, кстати, есть такие, которые на раз находят, сразу приходят. Возможно, ну как бы карма Человеческий такая. фактор. Человеческий фактор, это очень сильная вещь. Поэтому что будет с нами, никто не может сказать, что будет с нашими знакомыми в Германии. Мы все это просто будем показывать. Подписывайтесь и смотрите, что будет с нами. Вам будет интересно, потому что мы сами не знаем, и мы все показываем, как есть вот в жизни, как что с нами происходит, то мы и показываем. Сегодня вечером мы приехали в Штутгарт, в такую его часть, в которой мы еще ни разу не были. Вот где-то среди этих зданий у нас сегодня мероприятие, связанное с немецким языком. Наша учительница немецкого языка устраивает какие-то веселые мероприятия с едой. Вот сюда нам надо будет зайти. В принципе, мы можем даже перейти. Нет, не пойдем. Нельзя нарушать в Германии. Ехал я сюда на машине, и в принципе в незнакомых местах очень сложно ездить.
Здесь такое движение особенное. Надо обращать внимание на все, на разметку, на светофоры, слушать, что говорит навигатор. Все, у нас зеленый свет. Мы идем. И здесь будет сегодня музыка, еда и разговоры на немецком языке. Мы с Ладой потренируемся. И на украинском Вообще-то тоже. это украинский вечер, украинской культуры, украинской музыки. Будет играть наш друг Даниил. Украинские, наверное, какие-то вещи. А посмотрим, не знаю даже. О, глянь, какие тут интересные скульптуры стоят. Мужчина и женщина. Женщина положила ему руки на грудь. Такие плоские лица. Ну что, интересные такие. Голые. А, кстати, находимся мы на какой-то площади. Называется Мариенплац, наверное. Церковь стоит. Это, видимо, раньше был каким-то самостоятельным городком, а потом присоединилась к Штутгарту. Одна из окраин Штутгарта. Тут мы не были совсем ни разу. Ну и атмосферно тут достаточно так. Ехали мы на машине от нашего города 65 километров сюда. Алло. А, Wie geht's euch? вот видите, на втором этаже наш. Вот такой сегодня зал. По сравнению с прошлыми мероприятиями, этот зал вообще отличный. Смотрите, тут просто ресторан какой-то. И на этот раз все будет гораздо более культурно. Я думаю, столы, посуда. Мне кажется, репетиция веселее, чем это. Еще не началось, а уже все веселятся. Такое чувство, что уже все чуть-чуть приняли. Да? Жаль, я за рулем сегодня. Heißt das auf Ukrainisch? Доброго вечора, ми з України. Nochmal der Versuch durch Applaus, wer dann hier Deutsch ist. Einen wunderschönen guten Abend. Началось. Даниил пока здесь. Noch welche rein. Wir haben Скоро ein будет buntes выступление. Programm heute. Und wir haben auch einen Fotograf. Camille, komm du mal her. Hier. Profimusiker. Wir haben auch Musiker dabei ohne Instrument. Ja, die sind einfach nur so da. Herzlich willkommen. Aber auch ein Akkordeonspieler. Ja, vielleicht können wir mal ein paar Leute vorstellen, wer denn heute Abend ist. Ich gebe mal das. Полетіло і разом полетіло, я прийшов, підманула. Я ж тебе підманула, я ж тебе підманула, я ж тебе молоду, сума з розами звела. Казала у вівторок, поцілуєш разом 40, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підманула, я ж тебе молоду, Herzlich willkommen. Es freut uns zu sehen, dass ihr so viele da seid. Und jetzt zum weiteren Programm. Wir haben hier echte ukrainische Küche und echte ukrainische Küche. Naja, einer aus der Ukraine, der andere stellt sich vor. Und so, jetzt gebe ich das Wort weiter an unsere Küchen. Hallo zusammen, wir haben heute Angebote, Borsch,
italienische Borsch Rinderfleisch und alternative Variante Borsch vegetarische. У нас борщ с говядины и борщ вегетарианский. Без говядины. Без говядины, да. Ну, и знаете, мне сложно, потому что в Казахстане вегетарианцы это, знаете, как марсиане, где-то видели по телевизору, поэтому а потом у нас, я вижу, вареники, самса, ну и там разберетесь, мы подписали по-украински, по-немецки. Hallo, heute wir haben ukrainische Ravioli, das ist вареники mit Gemüse, Kartoffel. Сьогодні маємо нормальні вареники з картоплею, не то, що там странні пельмені. Вареники, wir haben 3 Soße, 2 Varianten Knoblauchsoße und klassische Butter, Smetana, Smash. Ich weiß ja nicht, das Deutsche nicht translated, das ist Busse, Schmarrn, ja, Schmarrn. Сейчас мы тоже станем в очередь и будем пробовать борщ и всякие другие блюда. А Данил ходит со своим аккордеоном. О, погнал. Наконец мы добирались до еды, немножко борща, и у Лады, и у меня. Вареников нам не хватило, или что было? Да, не хватило. Самосы какие-то. Пока все поют немецкую песенку, я спрошу у Лады, как ей борщ. Офигенный. Хороший? Офигенный. Приятного аппетита. Закончилось наконец это мероприятие. Вечернее мероприятие длилось долго, несколько часов, прям до 9:30. И вот в конце я таки вышел на веранду. Здесь, смотрите,
Какой интересный балкон большой, на котором я стою. Там какие-то козы. Представьте, я не видел, они тут козы живут. Эй! Козочка, что ты тут делаешь? Представьте, козы стоят вот здесь. Вот он наш зал, а вот козы. Ослы бегают. Или кто? Или козочки, мои хорошие. Привет. Эй, как тебя? Цигель. Да. Цигель. Цигель. Так просто в здании, в многоэтажном здании в Германии. Они даже не выдают. Слушай, чего не ожидал? А вот козочек не ожидал. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. А ти, мила, скажи в отліп, дивись, яка чудова ніч, весна йде, красу несе, а в тій красі